Никакая. Привет, друзья! Я на маршруте уже более часа. Рюкзак очень тяжелый, он обвешан буквально. Я же иду строить, поэтому набрала всякого разного. Все это несу и толком не снимаю, потому что мне идти довольно сложно с таким рюкзаком. Реку уже перешла вброд. А так вообще по дороге шла, там грязища. Просто чвякаешь по этой грязи, снимать нечего. Ну, может, буду включаться, если что-то будет интересно. А так, цель у меня дойти до моего укрытия. До этого укрытия идти примерно 3 часа. Вот где-то час я прошла. Значит, треть пути. Но иду очень медленно. Очень медленно иду. Ну ничего. Итак, 2/3 пути прошла. Что-то тяжко как-то идется сегодня. И погода хорошая, и все. Иду еле-еле. Решила отдохнуть. Тут такое дерево, можно рюкзак поставить, чтобы потом его легче было одевать на спину. Он тяжелый очень. Допустим, с земли его я потом встать не могу. А с дерева нормально будет. Вот так вот. Фух. Посижу, отдохну. Все, дошла. Но устала почему-то очень сильно. Так что сейчас отдыхать, а потом думать, что делать. Фух. Ой. Опа. Опа. И знаете, что я поняла? Сейчас смотрю на рюкзак, а чего-то не хватает. Потеряла тапочки, они были сбоку прицеплены. Вот. И где-то я посеяла. А это не очень хорошо. Я надеялась, что в тапочках ходить, и ноги будут отдыхать от сапог. А так придется все 6 дней быть в сапогах. Ну, сейчас буду все разгружать. И очень хочется пить. Поэтому в первую очередь чай. Вот. Даже не есть, ничего. Кстати, сколько времени я шла, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Так. 3 часа. Хотя шла медленно. Да, вот это моя скорость медленная. 3 часа. 3 часа я и шла. 9 с копейками вышла, сейчас 12 с копейками. Ну, обратно, конечно, я тут много вещей оставлю. Обратно будет легче идти. А сюда, конечно, вот это столько барахла несла. Просто ужас. Так, это что? Просто ужас. Труба. Жесть. Тут лист железа. Труба. Просто что-то с чем-то. Ой. Банан смятку. Банан смятку. Термос. Пить хочется. Еда, 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 еда. Итак, прежде всего чай, чай. С помятым бананом расплющенным. Тут еще у меня сушки шоколадные. Кстати, кто смотрел предыдущую серию на канале, предыдущий фильм, ну там про камышовый домик, я там рассказывала, что сейчас, зачем я откручиваю, я не ем ничего сладкого. Но это не касается походов. В походах я ем сладкое, потому что в походах другие правила. Если дома уместно придерживаться каких-то ограничений, то в походах неуместно на самом деле. В общем, попью чай, отдохну, немножко вещи распределю и пойду кручу за водой. И, может быть, заодно искупаюсь. И, кстати, тут важный момент. Сейчас я нахожусь в Краснодарском крае. 10 декабря. И сегодня по прогнозу плюс 17. Вот так вот. Такая шикарная погода. Но плюс 17 будет ровно сегодня. Завтра уже плюс 14. А потом до минус 5 опустится температура. Будут идти дожди. Вот. И вот это пребывание, которое я здесь хочу остаться на 5-6 дней. И вот эти 5-6 дней только там половина дней будет без дождя, остальное все будут поливать дожди. И похолодание до минус 5. Так что вот так. Посмотрим, как оно все будет. Ну, а пока пью чай и отдыхаю. Все, отдохнула, выпила 2 кружки чая.
И вот смотрите, всего набрала. Тут еда для лесной живности, для енотов, там, для котов диких, баклажки для воды, штатив. Всегда беру сумочку с документами и камерами с собой, когда иду к реке. Вот. И сейчас я иду так устанавливать фотоловушку. Там еду оставлю для животных. Тут же обитает где-то кавказский дикий лесной кот. Один раз он попадался в кадр. Очень такое осторожное животное. Поэтому я набрала еды. И надеюсь, что кто-то придет. Там кот, енот, кабаны, там, не знаю, волки, шакалы. В общем, на эту еду кто-нибудь доклюнет. А вон и тапочки. Я их увидела, я их нашла. Недалеко они потерялись. Это славненько. А то я думала, все. Буду ходить в сапогах все время. А в них неудобно, конечно. Установила фотоловушку. На том берегу разбросала еду. Посмотрим, что это даст. Ну и так как сегодня 10 декабря и при этом плюс 17, конечно же, я не могу отказать себе в удовольствии поплескаться в горном лесном ручье. Это уникальная возможность. Вода, конечно, ледяная, несмотря на такую теплую температуру. Но очень хочется искупаться в ручье в декабре. Так, разгребаю потихоньку вещи. Несла такой пледик с дома. Еще такой. Что-то здесь оставлю, что-то обратно домой заберу. Постепенно буду определяться, как тут и что. Так. А еще принесла такая труба, нарастить трубу. Я ее так обработала, чтобы не порезать. И вот это уже надо одеть перчатки. Я их тут оставляю, не забираю. Так. Тут внутри трубы кусок жести. Хочу... О, вытащу. Вот о нее можно просто руки порезать. Поэтому перчатка надо. Труба. Такой кусок. Она была ровненькая. Но теперь, конечно, ее надо будет как-то выпрямлять. Это жесть такая нормальная еще. Кстати, смотрите, вот постелила пледик, и сразу становится такой домашний уютный вид. Ну, а я хочу наконец-то снять сапоги, дать ногам отдохнуть, раз я тапочки все-таки нашла. Ну, кстати, я не переживала, что я их не найду. Я думала, что пойду обратно и найду на каком-то участке пути. Просто я местами шла и пролезала под деревьями, и, соответственно, ветки деревьев пытались с рюкзака все, конечно, содрать. Пакеты я порвала, там, ну, никак иначе. Ой, ножкам так хорошо. И вообще, хочется полежать. Вот, я уже что-то так поразбирала вещи, инструменты выложила. Сегодня классно, что сегодня такой день, что начало моего похода пришлось на такой замечательный, шикарный солнечный день. Начинать, конечно, приятно по хорошей погоде. Потом, когда я уже тут обустраиваюсь, можно там, ну, погода испортится, но я уже здесь, как бы, и уже легче принимать факт изменения погоды. А вот когда идешь, тянешь груз, первый день, конечно, более уставшая, чем, допустим, на второй день, конечно, хочется хорошей погоды. Ну, в общем, я думаю, надо перекусить. Я ж тогда только чай попила. Далеко-далеко за время обеда уже. В общем, надо перекусить. Благо, есть готовая еда. И буду работать.
Я за этим сюда пришла, не за тем, чтобы тут валяться, бока отлеживать. Надо доделывать эту хижину, как-то доводить ее до какого-то логического завершения, до какого-то более теплого варианта. Так. На обед у меня крылышки и ножки курочки. Мама мне запекла в духовке. Огурчик, черный чесночный хлебушек. Конечно, попью кипяточек. Хоть я и выпила до этого 2 кружки, но выпью еще. Подошла, нещадно потела, и теперь хочется восполнить влагу. Ну, теперь уже не чай, просто кипяточек. Не пить же все время чай. Мне уже так хорошо. Вообще люблю свои локации, люблю приходить и прям чувствовать вот этот уют, который я сама же и создала. Прям очень приятно, конечно. Ну вот, такие у меня тут крылышки маленькие, запеченные, хлебушек вкусный, крылышки вкусные, огурчик. Привезла разные инструменты. И прежде всего мне понадобится степлер, ножницы. Буду делать вот это окно. Это вот гибкое стекло, это не просто какая-то пленка. И специально для этого домика я гибкое стекло не покупала. Это обрезки с камышового домика. Я не знаю, хватит или нет. Я взяла их, ну и буду тут в процессе как-то, скорее всего, не ровными кусками, а как-то там тетрисом заниматься. Конечно, помялась, иначе никак. Так, заодно бумага останется на растопку. Вот такое гибкое стекло. Сейчас я буду его как-то тут лепить. Так, конечно, не хватит. Реально придется с обрезочков делать. Ну, как вариант. Все-таки этот домик, он более дикий, чем моя хижина из камыша. Там все более цивильно, конечно, потому что ближе к дому. Чем дальше от дома, тем все более дикое становится. А сюда очень трудно что-либо носить. Соответственно, все вот такое. Более по-простому будет. Так. Ну, тут внизу надо будет вот так вот где-то отрезать. Вот так вот. И этот каждый кусочек мне пригодится. Это окошко готово. Единственное, надо было еще скотч взять или клей, чтобы вот здесь приклеить. Здесь одна на одну находит. Ну, пока так, забыла. Теперь буду там окошечко делать. Вернее, нет, вначале надо бревнышками, а потом уже прибивать. Ух ты, а тут-то все взрыто. Вон мой домик, то есть недалеко. И когда до этого я тут жила, тут не было вот так зарыто. То есть кабанчики, кто тут еще так может рыться? Прям вся площадка взрыта. Вот так вот.
Ну и все. Второе окошко сделала. Из обрезочков, вот они друг на друга так полосочками. Но хватило. То есть все, окошки у меня есть. Супер, продувать будет меньше. И еще одна важная задача на сегодня – насобирать как можно больше дров. Так как, по прогнозу погоды, на завтра обещаются дожди. И потом дожди. В общем, нужно насобирать, назаготавливать дрова. Так уже ближе к 4:30 я решила заняться все-таки готовкой, потому как сейчас очень быстро темнеет и много освещения на вечернее время у меня нет, чтобы там съемки проводить. Кстати, хочу приготовить супчик. Возможно, даже будет 2 порции. Картошка, курочка, лучок. Такой вот супчик будет у меня. Хочется почему-то жидкого. Кстати, газ не приносила. Этот здесь оставался. И это хорошо. Он мне и пригодится. И пока водичка... Вот как у меня тут все насыпалось. Не знаю, видно? Видно все? Пока водичка греется, я как раз почищу. У меня 3 картофеля. Конечно, такие походы дальние. Брать там много картошки. Вообще чего-либо много. Не вариант. Вот, все такое на минимуме. Но 3 картофелины, зеленый лучок и курочку. Такую готовую, в принципе, курочку. Мама мне запекла. Но я хочу с ней супчик сделать. Так что вот так картошечка сейчас. Оп. Пока неудобно здесь. Стола нет, но вместо стола у меня печь работает. По крайней мере, на ней удобно ставить горелку. И вот так вот готовить. Вот так вот. Кипит. Картошечка, курочка, потом зеленый лучок, соль и масло. Будет во. Пока варится суп, решила сделать 2 рестента.
так у меня в домике. Суп я уже приготовила, пускай настаивается. Поставила воду кипятиться на завтра. Мне даже как-то тепло. Наверное, из-за того, что все, окна, двери закрыла. И газ у меня тут работает. В общем-то, можно переодеваться в спальное. Термокостюмчик. Кушать и отдыхать. Именно суп. Никакая там не каша. Все как я хочу. Ну и походу вода закипает. Это хорошо. Так. И кипяток на завтра. Если бы тут был родник, мне бы, конечно, не приходилось так много воды кипятить, но... Кстати, это да. Один из показателей места под строительство — это наличие, это обязательный показатель, это наличие, как бы так бы видно было, как я лью, наличие воды на месте. Иначе, как много. Иначе никакого строительства не может быть. Если нет воды рядом, ну сколько там на себе воды принесешь? Мало. Поэтому нужно искать место с водой. Хотя бы с такой, которую можно прокипятить. Так. Наконец-то я могу покушать. Все время какие-то дела. Кстати, сейчас какое-то животное так кричало. Вообще звук не знаю. Вот бы повторила на камеру, было бы здорово. Почему-то очень захотелось именно супа. Не какой-то сухомятки, а супа. Кайфово. Простой такой походный супчик. Всем приятного аппетита. А я буду кушать и отдыхать. Кайф. Ну и все. Хоть и рано, но залезают, что-то в темноте-то делать. Буду смотреть фильмы, слушать книжки. Эта ночь, скорее всего, не будет холодной. Завтра начнется похолодание, так что сегодня вряд ли я буду мерзнуть. А так, конечно, взяла чуни, 2 флисовые кофты. Если вдруг чего, всегда знаю, как утеплиться и чем. Потому что если будет, правда, -5, это уже серьезно. Ой, все, классно. Ладно. Всем спокойной ночи. Буду отдыхать. Сегодня был такой первый врабатывающийся день. Я считаю, что я поработала неплохо. Спокойной ночи всем. Доброе утро, друзья. Ой. Так, что у меня там на голове? Это я баф одеваю вместо шапочки. Фу. В общем, ночь была на удивление просто вот прям вообще теплой. Да, я одела, да, флиску. Ой. Чего не одевала?
И все, и мне так тепло, даже жарковато было. Но это классно. Лучше, когда тепло, чем когда там зябко, да еще и в походе. И ночью разъяснилось. Звезды, луна. А как получилось? Я спала и проснулась от того, что кто-то поглаживает мое бедро. Ну, как-то не очень приятно, когда ты одна в лесу, а тебе кто-то бедро поглаживает. А оно, наверное, вот эта блестяшка еще сверху у меня на спальнике была. И, наверное, блестяшка соскользнула, и я это почувствовала. Я так раз проснулась и пошла на улицу. А там звезды, луна, красота. Я любовалась небом, звездами. Ветерочек дул, ну такой, не сильный. И тепло так было. Вообще классно. Мне так понравилось. И ночь была тихая-тихая. Вот иногда ветерочек подувал, но никаких звуков, ни животных, ничего абсолютно. Тишина полная. В общем, классно. Ну, а сейчас уже 9 час. Ну, видите, приходится свет включать для съемки. Иначе тут ничего видно не будет, потому что очень мрачно. Кстати, еще прикол. Вот так лежала ночью. И вот в это окошко было видно одну звезду. Открываешь глаза, там звезда светится. Здорово, люблю такие моменты. С таким видом я просыпаюсь. Обзорное окно. Очень рада, что мне в голову пришла эта идея оставить вот это обзорное окно большое. Вначале я же хотела сплошную стену делать, а потом, когда еще не доделанная была стена вот эта, здесь оставался промежуток, я тут спала и смотрела и думаю, ну как можно эту красоту вот просто бревнами заложить? Ну никак. И решила сделать обзорное окно. Очень этому рада. Просто вот смотришь на природу. Вот будет дождь там идти, буду смотреть на дождь. Ну, животные, конечно, чтобы подошло животное, я так смотрела, это маловероятно, но с другой стороны, почему бы и нет. И вот здесь вот это окошечко, и там была, вот небо, видите, там была звезда. Я так лежала и на звезду смотрела. Классно. Ой, хорошо. Сегодня второй день похода, 11 декабря. Вот разве можно в это поверить, что сейчас 11 декабря? Очень тепло. Ну, это последний день теплый. Вот вчера и сегодня такие водные у меня дни теплые порадовали меня теплом, солнцем, небом, звездами. Это здорово. Надо кипяточка попить, хорошо в термосе есть и размяться. И можно начинать день. Ну, почему я пью кипяток по утрам? Ну, наверное, мне понравилась информация о том, что кружечка кипятка утром натощак, вот вообще раньше всего, пробуждает организм, полезно для пищеварительной системы. В общем, очень-очень запускает там желчную, поджелудочную. Ну, пью. И я привыкла, мне нравится реально вот утро начинать с кипятка. Кстати, многие смотрят мои фильмы, еще... Ой, это ж мои туточки лежат. Удивляются, типа, откуда у тебя электричество. Ой, люди такие смешные иногда, некоторые. Ну, электричество, ну, светильник у меня. Вот. И светильника этого надолго не хватит. Ну, к счастью, у меня есть 2 пауэрбанка еще. Буду заряжать. Вчера заряжала аккумулятор для камеры. Сегодня буду заряжать там светильник тоже. Насколько хватит, опять же, этих пауэрбанков. Вот так в походе все делается.
все, пора готовить завтрак. У меня есть суп, остался прям много, но я его оставлю на обед. А на завтрак все-таки съем. Кстати, у меня протеиновая кашка. Вот и я ее и съем. Протеин в походе не помешает. Тут сухое молоко, что-то там еще добавляется, овсянка. Ну и 20% протеина, типа, на 100 грамм. Или на эту пачку. Не помню, тут душистый чай в баночке, который я забыла. Я не знала, что он тут есть. Так, оставила тут много еды и забыла какой. Тут крупа разная. Чего только нет. Вот такой у меня завтрак. Протеиновая овсяная кашка, чай, черный хлеб, сало, чипсы банановые и сушки шоколадные. Вот такая красота. Пока кашка остывает, съем сало с хлебом. Так, поела вкусно, сытно и неспешно. И сейчас вам хочу рассказать, ну, наверное, вы уже заметили, что я в таком новом костюмчике походном. Именно костюм специализированный для походов, охоты, рыбалки, ну, в общем, пребывания на природе. Это именно для женщин костюм. И что мне нравится, сверху ткань, которая не протекает, не продувается. Внутри флиска мягенькая, греет. Карманы на куртке 4 кармана. Здесь. Причем карманы идут вот так сеточкой внутрь. И то есть, если я руку ложу в карман, она у меня греется от тела. Вот. Потом штаны. Тут тоже 4 кармана. Карман. Здесь вот на колени, над коленом карман хороший, большой. Очень плотная ткань. Хорошая. Такая, что вот прочная. На манжетах регулировать можно ширину манжета с помощью липучки. Этот костюм из магазина КМФ 78. Об этом магазине я уже рассказывала. И из этого магазина термобелье, которое сейчас на мне, тоже мне нравится. Куртка. Капюшон отстегивается. То есть при желании, если не хочется, чтобы был капюшон, его можно отстегнуть. Я, правда, никогда капюшоны не отстегиваю. Мало ли, отстегнешь. Ну, в любом случае, капюшон можно отстегнуть, если вам по какой-то причине захотелось без капюшона. И получается вот такой вариант курточки. Все в размер. Мне очень нравится. Так, что там еще? Где-то я видел. На штанах. На штанах внизу затяжки. То есть можно затянуть, если надо. Стянуть внизу штаны. Все швы тщательно прошиты. Все прям замечательно. Так что вот такой у меня походный костюмчик. Ткань вблизи. Здесь такая. Капюшон тоже затяжки можно затянуть вокруг лица, чтоб не задувало. И этот костюм рассчитан на температуру от -5 до +10. Вот как раз этот поход, тут будет температура от +17 до -5. То есть как раз вот я в этот диапазон отлично попадаю. Ну, вчера мне, конечно, в нем было жарко. Сегодня вот, кстати, мне уже не жарко. Сегодня температура пониже, и мне вот как раз хорошо, идеально. Ссылка на магазин в описании под роликом. Там же промокод на скидку в 10%. Ну и вообще, надо начинать работать. Я за этим сюда приехала. Так, задача на сегодня это доделать печку, камин. Вот. И для этого мне нужно отрезать, вот, отмерить и отрезать 3 проволочки. Они будут служить
каркасом для, как этого сказать, свода, который я сделаю здесь. Вот. Для этого я набрала кучу инструментов, вот плоскогубцы. Конечно, прям я с одного перекуса не могу отрезать. Сил не хватает. О, отрезала. Сил хватает. Я даже круче, чем я думала. Вот. И сейчас еще одну проволочку. То есть видите, сколько всего я набрала тут. И плоскогубцы, и проволока, и лист жести, степлер, ножницы. В общем, набрала всего-всего. То есть я могу эту даже проволоку перекусить, оказывается, я не знала. О, перекусила. Фух, так. Проволочка. Теперь надо определить зону свода и ставить проволоку. Вот где-то здесь буду сейчас вставлять проволоку. И, конечно, будут камни. Потом надо будет... Самая нудная работа — это искать камни. Ух, долго я возилась с этим каркасом из проволоки. И не сказать, что там хороший каркас получился. Но еле-еле. Не хватает силы в руках. Мужчина, я думаю, справился бы там просто вот моментально. А я тут гнула, пыхтела. Ну, что сделала, как получилось, так и будет. Остальное все буду как-то там камнями фиксировать, выравнивать и так далее. И сейчас мне предстоит нуднейшая работа в этой листве искать камни разного размера. Ну, в основном мелкие очень. Вот, это долгая работа тоже будет и нудная. Еще камня нашла знатную, кстати, свежую достаточно кучку. Наверное, косули или... И вот следы там. Как тут шло животное. А я там вот увидела глубокие следы. Думаю, наверное, копытное какое-то. Да. Значит, бывают здесь животные. Но вот сколько я тут была, ни разу животные не подходили. Поиграю еще в следопыта. Вот тут такие углубленные ямки. Явно. Вот тут идет вот углубленная. Просто так она не углубится никак. Вот видите, прям четкие. И вот она. Вот она четко. То есть прямо мимо моего домика проходила животное. Там, как говорится, кучку навалила. Прикольненько. Вот бы такое увидеть. А вот и солнышко из-за горы выглянуло. Как же классно. Сегодня опять замечательный день. Прям замечательный. И еще знатная кучка. Уж простите, что вам это показываю, но это следы животных. И меня эти следы радуют. Опять же, домик мой недалеко. То есть тут животное кружило. Вот это я по его следам тут везде вижу его следы. Ковырялась тут, копалась в листве. И вот я сейчас хожу, но что-то ко мне пока особо не нашла. Пока не нашла. В общем, как, покружила я тут, покружила. Нашла 2 больших камня, а мне нужны мелкие. В листве ничего не видно. Мелкие как тут искать. Решила идти к реке. Мне очень лень идти к реке. Очень лень. Но нужно. Просто оттуда потом трудно нести камни. Как-то так постараться не перегрузиться. Потому что у меня и так спина побаливает. А если нагружусь и прям буду... А есть у меня склонность нагрузиться сверх меры. Ну, в общем, делать нечего. Пошла к реке. Вот тут этих камней россыпь. Просто лень сюда идти. А потом тащить их отсюда. Ну, буду собирать. Главное, не брать большие. Только маленькие мне нужны. И главное, не набрать слишком много. А то не подниму. Дико хочется искупаться, но это настолько длительный процесс, а я настолько мало сегодня сделала, что, наверное, воздержусь. Ползу в гору. Вроде и не сильно перегрузилась, нормально, в принципе. Не учиться надо, не перегружаться. Вот. Но все равно так
тянет назад. Вот надо наклоняться вперед, чтобы не перевесило назад. Какая хитрость. Фух. Как легко обмануться с камнями. Их кажется, что их немного. Ну так, набрасываешь, кажется, а что тут этих камней? Но они такие тяжелые. Надеюсь, что хватит или почти хватит. Уж какие-то там не хватающие тут найду. Так, теперь надо как-то выгрузить. Конечно, беру пакет, чтобы рюкзак не морать. Ой. Только наклонять. А теперь мне нужно добыть глину, но я не взяла лопату. Не то, что прям забыла, а просто вообще некуда было. Я была перегружена. Поэтому придется как-то руками, топориком добывать глину. А что делать? Такое дикое строительство, оно вот такое и есть. Это не то, что там заказал материалы, инструменты, тебе привезли, и ты это все делаешь. Тут я брала глину прежде. Вот. Придется извозюкать перчатки. Вот глину замочу, и нужно будет отдохнуть. Конечно, издевательство над топориком, но что поделать. Хорошо, глина мокрая, и воды понадобится немного. А то, что за водой бегать к ручью не хотелось бы. Так здорово. У меня есть тут вода, с прошлого раза осталась. Сейчас пару таких пакетов, и скорее всего этого хватит. Фух. Обедать еще рано, всего лишь 11:30, но я устала, и поэтому попью водичку с орешками, просто посижу. И вот так работа и происходит. Времени проходит много, я при этом устала уже, а дело сделано мало. Ну, потому что то камни, то проволоку эту там как-то крепила. А это такой длительный процесс. Сейчас глину добывала. Вот, казалось бы, сделала проволоку, принесла камни, добыла глину. Полдня прошло. Вот так вот. Кстати, занимаюсь там своими делами. Слышу грохот. Думаю, что такое? А, это термос упал. Так, орехи. Горсть орехов с курагой. И
просто посидеть. Ну и глина как раз хотя бы частично размокнет. Кстати, солнышко исчезло. Мне прям интересно, правда, будут такие дожди и такое похолодание. Вот прям сейчас не верится, что так будет. Может, не будет. Кстати, я пока была дома и строила свою избушку из камыша, я также мониторила погоду здесь. Выбирала момент, когда можно будет поехать. И увидела вот это окно теплое. Потому что тут тоже были дожди и было холодно. А потом смотрю, появилось окно. Вначале, кстати, обещали плюс 14 всего лишь, а тут поднялось даже до плюс 17. Я сразу решила все дела отложить и поехать сюда, позаниматься зеленой хижиной. На данный момент у меня 2 проекта, которыми я вот достаточно плотно занимаюсь. Это домик из камыша и зеленая хижина. Конечно, домик из камыша — это проект более уютный, более, как это сказать, культурный даже, потому что он находится недалеко от дома. Я могу туда привезти доски, инструменты, кастрюли, там, яйца там, для готовки, мясо, то есть сложные продукты. А сюда добираться долго и трудно. Я еду сюда на поезде, потом на машине, потом вот это иду 3 часа пешком. То есть на себе много не унесешь. И, соответственно, этот проект, он более такой бушкрафтерский, более такой брутальный. Делаю из того, что здесь, потому что не могу много всего принести. Я доски сюда уже не принесу никак. Сюда нету ни подъездов, ничего. Сюда вот что на себе унесешь, то и все, то твое. Сюда я беру поскромнее продукты, конечно. Не тащу там куски мяса, там, яйца и все такое. Овощи там. Ну, взяла в этот раз 3 картофелины, что для меня, кстати, удивительно. Обычно я не беру сюда сырые овощи. В этот раз, из-за того, что у меня тут много продуктов осталось, думаю, возьму 3 картофелины и огурец. А вообще еды много набрала. Мне кажется, я ее всю не съем. В общем, отдыхаю, даю расслабиться спине. Смотрю на небо. И потом за дело. Конечно, глине я не даю размокнуть прям в полной мере. И плюс она такая, знаете, с вкраплениями камушков мелких. То есть не очень. Но, думаю, свою роль она выполнит. Ну, и теперь буду выкладывать тут тетрис. Тетрис. Так. Проволочку крепить. Слишком толстый. Значит, наверх. Видите, тут будет реальный тетрис. Значит, сюда потоньше. И даже можно вот так, наверное, поставить. Не то, чтобы я прям знаю, что я делаю, но я что-то делаю, как я это представляю. Вот так вот. Надо закрепить проволочку. Остались камни, но не пригодятся.
Примерно час у меня ушел вот на эту арку. А сейчас дверку, ну не то, чтобы она там будет открываться, скорее будет лист просто закрывать этот вход в печь. Просто прикладываться, чурбачками прижиматься. Такой вариант простецкий. И вот, кстати, у меня портняжные обычные ножницы по ткани советские. Вот я ими сейчас жесть пытаюсь резать, а то многовато все-таки взяла. Вроде режут. Это, конечно, жесть. Резать такими ножницами жесть, но режут. Опа. Такой кусочек отрезала. Такой вход в печь. Кстати, остатками глины, вот тут щели были между бревнами, залепила. Ну, не все, прям там вверху еще осталось, но в целом сделала. Меньше щелей. Конечно, в этом жилище щелей хватает. Буду их по ходу дела потихонечку заделывать. Но, впрочем, у меня нет цели сделать это жилище полностью без щелей. Пускай будут. Это не такое, что я тут собираюсь зимовать. Скорее весной, осенью, зимой, вот как сейчас. Продолжение следует. Все самое интересное впереди. Ох, вот это уже повалило. Метелище. Даже деревья плохо видно дальние.